Вот такой вот модуль ABS мне сегодня привезли в ремонт. Это от машины Peugeot 301. И ошибка по клапану. И вот такой вот для него блок привезли на запчасти. Даже не знаю, какой из них лучше. Этот после ДТП совершенно в разбитом корпусе. Но, как ни странно, он подключается и диагностируется на автомобиле. Неисправностей нету. Задача стоит извлечь плату из этого и установить в этот корпус. Ну, либо посмотрим. Если я буду видеть, в чем неисправность, может быть, проще будет починить этот. Посмотрим, что получится. Снял крышку с разломанного блока. И вот что мне здесь не нравится. Плата деформирована. Вот здесь вот место есть, где трещина в текстолите. Ну, так себе вариант для донорства на плату. А вот второй, у которого ошибка по клапану. Смотрите, что в нем. Здесь была вода. Полностью разобрал блоки. Вот такая кучка запчастей у меня получилась. И вот эта плата. Ну, мне она совершенно не нравится. Я не вижу смысла собирать такой блок. У меня нет уверенности, что он прослужит долго. И вот вторая, у которой ошибка по клапану. Она идеально ровная. Все как должно быть. Буду чинить ее. Я уже просмотрел ее внимательно и нашел неисправность. Вот смотрите. Так. Вот так она стояла, да? Внизу собиралась вода. Вот это то, что я показывал. Окислы. А с обратной стороны, в самом низу, конденсатор стоит. И соседние дорожки рядом с конденсатором звонятся вот сюда, на клапаны, управление клапанами. Одна из дорожек сгнила в этом месте, поэтому ошибка по клапану. Поэтому я сейчас здесь все разберу, заменю детальку, восстановлю дорожку и думаю, эта плата будет работать и будет гораздо надежнее, чем вот это. Вот это место, про которое я говорил. Вот этот конденсатор. И вот это контакт управления одним клапаном. Это контакт управления другим клапаном. То есть два клапана. Так это должно выглядеть. И вот так это выглядит здесь. Конденсатор отвалился. Металлизированное отверстие левое сгнило. Там нету соединения. Здесь дорожка до текстолита.
прогнила. Ее фактически здесь нету. Буду чистить, подготавливать. Покажу, что получилось. Все металлизированные отверстия, в которых была вода и появилась зелень, хочу почистить. Вот это отверстие у нас сгнило. Да, блин. Видите, сколько зелени оттуда вычищается? Оно было полностью заросло. Диаметр этого отверстия 0,2 мм. Основную проблему устранил. Вот тут у нас не было дорожки. Этот конденсатор отсутствовал. Я его взял с другой платы и установил, видите, не сюда, где он был, а немножко левее. Здесь дорожки соединил, восстановил. Вот этот резистор тоже взял с другой платы, потому что он был окисленный. И вот наших два металлизированных отверстия. Я их хорошенько почистил от окислов. Вот это было в обрыве, не звонилось на клапан. Ну, повезло, что он выходит сразу на противоположную сторону, и там такая же толстая дорожка идет практически до клапана. Поэтому я туда вставил тоненький прутик металлический, согнул его и припаял. Сейчас переверну плату, покажу. А вот тут мне не понравилось еще вот это отверстие. Я в нем сломал 4 иголки, пока почистил, полностью было заросшее. Если туда внимательно посмотреть, там видно, что металлизации нету. Вот, зеленая просвечивается стенка текстолитовая, а металла нету. Тоже нужно будет восстановить, соединить. Ну, здесь я тоже уже, плата же рабочая есть, вторая, целая, а не рабочая. Я вызвонил, она идет вот сюда вот. То есть проблемы соединить не будет, даже поверху в случае чего.
Вот это отверстие, что я показывал, там не осталось внутри ничего. То есть, как я не пытался его спаять, оно не звонится туда, куда нужно. Поэтому просто вот последил дорожку и провел проводом напрямую туда, куда он должен идти. Вот. И вот эти отверстия, вот они с обратной стороны. Вот так это выглядит. Все, дальше буду собирать. Индикатор АБС загорелся и потух. Тест прошел. Ошибки в памяти. Ну все, ошибка по клапану ушла, останется только уровень тормозной жидкости повысить, подлить в бачок.